Say genius. Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре рассмотрим шикарные гибридные наушники от компании ASN Audio стоимостью $349. И приходят они в небольшой синей отражающей коробке. Здесь имеется логотип компании, а уже сзади указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает 2 динамических драйвера и 4 арматурных излучателя, 2 из которых от Sanyon, отвечает уже за средние частоты, и 2 от Knolls для воспроизведения высоких частот. Ну а чувствительность составляет 112 дБ, и эти наушники получили сопротивление 18 Ом. И сразу скажу, что на раскачку они довольно легкие. Теперь давайте рассмотрим их комплектацию более подробно. Наушники. Хороший медный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 4,4 мм джек. Небольшой фирменный кейс, 3 набора силиконовых амбушюр, щеточка для чистки наушников и клипса. Наушники очень крупные, полностью изготовлены из медицинской смолы с красивым полупрозрачным синим оформлением на внутренней части, а лицевая панель тут темно-синяя и уже с полосатым оформлением и большим золотистым логотипом компании на обоих наушниках. Тут находится разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля и есть единственное отверстие для компенсации, причем на правом наушнике оно дополнительно окрашено, но на внутренней части есть небольшая надпись H60, и вы можете увидеть абсолютно всю красоту и начинку этих наушников. Вот те самые 2 динамических излучателя диаметром 8 мм и 4 арматурных излучателя, которые находятся под звуководом и отведены специальными трубками в него. И да, ребята, звуковод, конечно, у этих наушников очень большой, и его диаметр составляет 6,8 мм, что очень немало, но по крайней мере у него есть немного выделенный бортик для лучшей фиксации амбушюр. Ну и лично я уже не первый раз говорю, что привык к таким более крупным гибридным моделям, поэтому у меня проблем с использованием этих наушников и удобством никаких не было. Сидят они очень плотно и звукоизоляция реально отличная. Можно их использовать как с комплектными силиконовыми амбушюрами, так и подобрать любые другие, какие только вам захочется. Причем желательно выбирать более широкие, так как сопла у этих наушников действительно не маленькая, а комплектный кабель на удивление очень даже неплохой. Пользоваться им было удобно, несмотря на то, что у него нет сформированных заушин. Тем не менее, это просто качественный медный кабель. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники ASN Audio H60. Вот так выглядит график частотной характеристики этих наушников, и эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ с очень плавным переходом к области средних частот. И что меня прям вообще удивило, это очень небольшое усиление в области верхней середины. В последнее время наушники, что я тестировал, имели куда более заметное усиление в этой области, но только не в случае этих наушников, и это меня прям порадовало. Такое смелое решение я очень одобряю, да и высокие частоты тут тоже хороши, с отличной продолжительностью, что определенно порадует самых требовательных аудиофилов, причем на мой слух их даже будет чуть побольше, чем это отображает график, поэтому не переживайте за вот эту небольшую ямку, и давайте разберем звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в ASN H60 это пример настоящего мастерства в грамотно выдержанном балансе, так как они сдержанные, аккуратные, но в то же время достаточно насыщенные и выделенные, для того, чтобы создать хорошее ощущение объема и глубины, но без излишней навязчивости. Бас в этих наушниках сильно не выходит на передний план, но он ощущается в каждой композиции, как очень точный и качественно прописанный фундамент, который просто подчеркивает необходимую динамику и эмоциональную составляющую трека. И что делает бас в этих наушниках особенно привлекательным, это его текстура, так как каждый удар кика или саббасовая вибрация в самом нижнем регистре звучат с практически невероятной четкостью, с очень выделенной атакой и без какого-либо вот этого странного размытия. То есть эти наушники не утопают в каком-то мутном басе, а звучат очень прозрачно, я даже сказал бы воздушно и в некоторой степени технично.
мощно, с прекрасной слышимостью сатурации у синтезаторных басов и дисторшена у гитар, поэтому можно четко и очень явно различать, как саббас раскрывается с заметной ясностью и абстрагированностью, совершенно не поглощая собой другие элементы звукового спектра в области нижней середины и не нарушая вот этот идеально заложенный баланс в эти наушники. Поэтому это сразу делает их идеальными для тех, кто ценит чистоту в звучании, но при этом не готов отказаться от насыщенности, глубины и богатства низких частот. И при прослушивании этих наушников создается ощущение, что бас как будто плавно интегрируется в общую звуковую картину, создавая ощущение необходимой гармонии, а не вот этого излишнего доминирования, как бывает в басхедных моделях. И вот чем больше я их слушаю, тем больше чувствую, как бас не просто как-то давит, а создает реально плотную и максимально сконцентрированную басовую основу, на которой разворачивается буквально вся остальная музыкальная палитра. И в итоге низкие частоты в этих наушниках — это максимально чистый, четкий и аккуратно сбалансированный бас, который не отвлекает вас от общего звучания, но дает ему нужную глубину, основу и текстуру с явно выделенным панчем и очень бодрой музыкальностью в своей подаче. При этом и средние частоты в ASN H60 заслуживают отдельного внимания. Они очень хорошо сбалансированы, довольно нейтральны в своей подаче, не выделяются как-то слишком вперед, но и совершенно не теряются в общей картине. И это делает звук тонально естественным, музыкальным и одновременно очень детализированным. Средние частоты тут не звучат слишком тепло, как в некоторых моделях, но при этом подаются не слишком ярко, как в наушниках уже с Harman настройкой. И как по мне, они находятся в идеально выдержанном балансе, создавая на выходе очень комфортное и натуральное достоверное звучание, без какой-либо агрессии и вычурности в области верхней середины, что, например, для меня очень важно. И здесь вот этот диапазон меня совершенно не беспокоит. При том, и как проработаны средние частоты в этих наушниках, это настоящий пример идеальной прозрачности и четкости с просто какой-то безумной воздушностью в подаче, за счет чего любые вокальные и инструментальные партии звучат с большой точностью, а голоса в этих наушниках передаются очень живо и эмоционально, с хорошей текстурой и глубиной, благодаря чему можно заприметить даже самую мелкую деталь в исполнении, будь то это легкая вибрация голоса или нюансы в аккомпанементе. При этом мне сразу понравилось, что средние частоты имеют даже некую элегантную сдержанность своей подачи, так как они совершенно не кажутся излишне навязчивыми и утомительными при длительном прослушивании, что позволяет наслаждаться музыкой уже в более таком полном объеме длительное время, прослушивая абсолютно разные музыкальные жанры. И таким образом средние частоты Weissen H60 — это, на мой взгляд, прекрасный баланс между точностью, нейтральностью и правильной музыкальностью. Они не яркие, не агрессивные и, на мой вкус, просто прекрасно передают все нюансы музыки, излишне не отвлекая вас на какие-либо лишние акценты, идеально вписывающиеся в общий контекст звучания. Так с точки зрения тюнинга, тут ребята просто все прекрасно. А высокие частоты в ASN H60 — это еще одна из приятных особенностей этих наушников, так как здесь отсутствует какая-либо резкость или излишняя яркость, характерная как раз для некоторых моделей, где высокие частоты буквально высверлят вам уши. Вместо этого здесь они остаются четкими, детализированными и тонально очень естественными, с просто какой-то потрясающей техничностью и аналитикой в своей подаче. Из первого прослушивания сразу бросается в глаза вот эта их прозрачность. Ты реально слышишь все нюансы от буквально хрустальных каких-то тарелок до щелчков струн или легких таких стуков по клавишам. Все в этом диапазоне звучит очень ясно, без искажений и агрессии. То есть мы имеем только чистый такой детальный звук, где каждая, даже самая мелкая деталь в миксе остается на своем месте и не выпирает как-то на фоне других частот, что добавляет баланса и гармонии в общую звуковую картину. И мне сразу понравилось, что при прослушивании они не создают ощущения какой-то излишней светлости или какой-то сухости в звуке, как это бывает в некоторых наушниках, как раз с акцентом на высокие. Вместо этого высокие частоты здесь раскрываются с хорошей текстурой и даже некоторой ровностью и чуть небольшой смягченностью, что особенно важно для тех, кто любит прослушивать микронюансы, но не хочет ощущать, как что-то где-то слишком навязчиво торчит. И отмечу, что еще одним важным аспектом является их способность добавлять
глубину и пространство. Высокие частоты здесь буквально создают вот эту необходимую атмосферу, добавляя ощущение воздуха и трехмерности звучанию. И даже в очень сложных музыкальных композициях высокие частоты сохраняют свою четкость и прозрачность, так скажем, не перегружая вот этот общий микс, а наоборот создавая эффект такой легкости и свободы в звучании, что лично мне очень нравится. И вы знаете, что я люблю как раз вот наушники именно с такой подачей. И подводя итог, высокие частоты в этих наушниках — это буквально все про чистоту и безумную детальность, без каких-либо перекосов или излишнего акцента. Они добавляют необходимой глубины и пространства и совершенно не заставляют ваши уши страдать от какой-либо резкости или неприятной яркости. И как по мне, идеально подойдут тем, кто ценит аккуратность и по-настоящему выверенную точность в звучании для уже истинных взрослых таких аудиофилов. Ну и звуковая сцена в YSN H60 — это одна из тех вещей, которая меня прям сразу впечатлила. Во-первых, ширина сцены в YSN H60 очень хороша, и даже на сложных композициях с несколькими инструментами ты чувствуешь, что звуки очень четко распределены по всему пространству, и при их прослушивании ты не теряешь детали в центре или по краям, а слышишь, как каждый инструмент занимает свою точную позицию, да и глубина сцены также тут на высоте. Это не просто какое-то плоское воспроизведение музыки, а ты как бы можешь ощущать расстояние между инструментами, будто они находятся на разных уровнях или даже расстояниях от тебя. Например, если в композиции есть какой-то отдаленный элемент, скажем так, тихий фоновый вокал или инструмент, он будет прекрасно слышен, но с некоторым ощущением дистанции, что прям очень круто. И на более сложных произведениях с несколькими слоями это дает реальное ощущение правильной глубины и объема. И это особенно хорошо проявляется как раз в классической музыке или уже живых записях, где ты можешь почувствовать, как звучит оркестр и как каждый инструмент имеет свою глубину. То же самое касается и джаза, где если ты слушаешь группу и ты слышишь, как каждый музыкант занимает свою часть сцены, будь то это ударные сзади, гитара в центре или духовые по бокам. А что касается точности и разделения, то здесь эти наушники тоже отлично справляются. Ты можешь четко различать местоположение каждого элемента. Неважно, это отдельные инструменты в живом исполнении или слои в сложной студийной записи. И нет такого, что какие-то элементы теряются или смешиваются. Все звучит очень гармонично и с явным пониманием, где и что находится. В общем, звуковая сцена в YSN H60 — это именно то пространство, где все элементы музыкальной картины имеют свои четкие контуры, но при этом не мешают друг другу за счет своей превосходной локализации и разделенности. И это именно то пространство, которое дает как раз необходимую глубину, детали и ощущение, что музыка не просто играет в твоих ушах, а буквально существует вокруг тебя. Но вывод по гибридным наушникам YSN Audio H60 у меня получился таков. Это шикарные гибридные наушники с абсолютно точным и грамотным подходом к тюнингу наушников. Звучат они очень ровно, нейтрально, но при этом с отличной эмоциональностью в подачи средних частот и действительно увлекающей и погружающей вас в музыку сверхчистой подачей, с очень техничным и прозрачным звучанием на высоких частотах. Да и точный и текстурный бас точно не оставит вас равнодушным к этим наушникам. И на мой вкус в их подаче абсолютно всего хватает. Любители такого тюнинга точно будут довольны. И от себя я определенно рекомендую эти наушники к покупке. Ссылка на покупку наушников находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.